Всем привет, с вами Иса Панцер. В прошлом своем видео по Е50 я рассказывал об основах такой аккуратной, оборонительной, консервативной игры. Но в этом бою мы будем использовать абсолютно противоположную тактику. У нас взвод из двух Е50 и Паттона, со мной Глеборг и Skyline. И это карта White Park. Карта очень маленькая, на этой карте огромное количество различных строений, различных препятствий, укрытий, поэтому использование Е50 в качестве дальнобойного снайпера абсолютно неэффективно. И мы будем действовать максимально агрессивно, и сейчас всем взводом поедем на нулевую линию для того, чтобы перехватить средние танки, которые могут там у противника появиться. Вот это направление по нулевой линии, оно очень удобно для атаки с противоположной базы. Мы об этом знаем и начинаем выдвигаться. Вова на Паттоне сразу же подъезжает ближе к центру для того, чтобы подсветить. Мы обращаем внимание на то, что объект 704 едет на железку. Он сейчас должен занять позицию на железной дороге, а мы подъедем ближе к домам и, соответственно, будем перехватывать средние танки и подсвечивать для объекта 704. Вова выезжает для подсвета. Skyline тоже немножко впереди. Но вот здесь мы встречаем проблему. Вражеские французские барабанные танки Lorraine и AMX 1390, они без остановки сразу же переехали и сразу же поехали по железке. Мы этого не ожидали, и посмотрите, мы оказались в такой полупозиции, когда они находятся за вагонами, мы не можем по ним стрелять, и даже объект 704 еще не успел занять позицию. Это печально, и, к сожалению, мы вынуждены развернуться и догонять этих французов. И что еще более неприятно, они уже в заряде и могут наносить довольно серьезный урон со своими барабанами. Теряем мы объект. Он за этот бой не сделал практически ни одного выстрела, насколько я понимаю. И оба этих француза мы их уничтожаем. Это было понятно, они ехали размениваться, и надо признать, что размен у них произошел достаточно успешный, потому что два танка 7 и 8 уровня они разменяли на объект 704 и ГВ Тигр. Мы продолжаем наше движение, здесь мы принимаем решение давить вот это направление. Сейчас мы подъедем, мы соберемся в кулак, мы не будем ни в коем случае выезжать поодиночке. В тимспике мы координируем свои действия. Как только все подтверждают, что они подъехали и готовы нападать, мы выбираем цель, это КВ-4, и начинаем фокус. Здесь у меня снаряд уходит в гуслю без дамага, поэтому немного дольше, чем нужно, мы этот КВ-4 уничтожаем. Следующая цель Паттон, фокус на Паттона, выезжаем и в 3 ствола очень-очень быстро разбираем. То есть обратите внимание, как только мы должны, в тот момент, когда мы должны наносить урон, мы все уже вместе, все рядом втроем, ни в коем случае не разделяемся, и 3 противника очень-очень быстро по фокусу уничтожаем. И вот здесь важный момент. Таких моментов, когда вы играете в агрессивном стиле, их очень много. Здесь нужно принимать решение, каким образом действовать. Мы можем сейчас переехать на другой фланг и атаковать силы противника, которые там уже прорвали. У нас уничтожен уже тяжелый танк 10 уровня. И ясно, что наши там без нас долго не протянут. Но мы решаем уничтожить арту. Почему? Потому что обороняться при наличии 4 арт у противника, ну да, одна из них АФК, хорошо, 3 арты у противника, обороняться в таком случае будет очень-очень проблематично. Поэтому сейчас мы должны очень быстро проехать. К сожалению, я получаю один снаряд от Паттона в корму. Я сразу же ухожу за укрытие, сообщаю об этом ребятам. Ребята разворачиваются и принимают Паттона. Сейчас мы очень быстро его уничтожим. И здесь наша основная задача проехать как можно быстрее. Поэтому я здесь тараню Паттона. Таран. У меня прокачан мастер тарана навык на Е50. Поэтому таран увеличивает мой эффективный урон в минуту. И как можно быстрее сейчас нужно проехать. То есть ни в коем случае не задерживаться, уничтожить всю арту противника. Поэтому я не останавливаюсь, стреляю на ходу и едем искать оставшуюся арту. Сейчас нам нужно ее очень быстро уничтожить и вернуться на базу. К сожалению, арта уже была сведена на Глеборга. Он получает 2 снаряда. И на этом для него бой заканчивается. Но при этом арту мы добиваем. Опять-таки я использую таран. Я при этом получаю урон сам. Но вот этот снаряд я на самом деле должен был отправлять 261. Он куда-то не туда улетел. И мы возвращаемся. Вот здесь теоретически мы могли начать брать базу. Но
Проблема в том, что у противника, во-первых, осталась одна арта, во-вторых, средний танк, который мы сейчас не видим, плюс Т-110. То есть вот эта ситуация, в которой мы бы брали базу, мы оценили так, что у нас могли бы быть проблемы в этом случае, они могли вернуться и при поддержке арты захват сбить. Поэтому мы решаем базу не брать, выезжаем, уничтожаем быстро самого опасного противника Т-110. Я ухожу из засвета, потому что если арта сейчас уже сведена, то мне достаточно будет одного выстрела, и начинаем работать по 54-ке. Сейчас я выезжаю, свожусь. И, к сожалению, вот здесь я попадаю в опору моста. Это была достаточно грубая ошибка. Из-за этой ошибки мы чисто теоретически могли потерять Скайлайна на Паттоне. Но он за счет очень грамотных действий 54-ку уничтожает. Я прикрываю его от ИСа-8, не даю ИСу-8 выехать и добить напарника. И сейчас просто делаю техники. Мы сейчас объедем ИСа-8 с двух сторон. И потом поедем за артой. Достаточно динамичный бой. Как вы видите, мы постоянно должны были принимать очень быстрые решения. То есть, я бы сказал, что вот такой стиль агрессивный, он требует достаточно серьезного опыта, как я уже говорил. То есть, все решения, которые принимаются по ходу боя, на них у вас есть буквально несколько секунд, буквально несколько мгновений, за которые вы должны понять, как вам дальше действовать. И от этого зависит исход боя практически всегда. Когда вы играете в оборонительном стиле, таких сложностей обычно не возникает. То есть единственное решение в оборонительном стиле — это когда выезжать из обороны, когда контратаковать противника. А здесь постоянное движение по карте, постоянное передвижение, фокус, постоянная координация своих действий. Конечно, я бы сказал, что это интереснее. То есть играть так интереснее, но и сложнее. То есть вы должны понимать, что если вы взводом используете вот такую достаточно агрессивную тактику, то вы должны очень четко понимать, что вы делаете, и очень четко координировать свои действия, и для этого требуется определенный опыт. Ну что, я получаю не такой большой опыт за этот бой, но, как я уже говорил в своих видео, на самом деле, что более важно, это опыт взвода. И опыт взвода у нас тут получился за 5000 опыта, то есть 12 фрагов и примерно 5000 опыта на взвод. Ну что, получился довольно быстрый и динамичный бой. Надеюсь, что он вам понравился. Если так, то подписывайтесь на мой канал и обязательно подписывайтесь на канал моего товарища Глеборга. Он тоже выкладывает видео, причем довольно часто, регулярно. И я уверен, что если вам понравились мои комментарии, то и его будут вам интересны. И спасибо за внимание.